Что случилось с летчиком? Жизнь тот еще сценарист с чувством юмора уровня «черный пояс по абсурду». Иногда она закручивает такие сюжеты, что даже Жюль Верн нервно курит в сторонке и переписывает свои фантазии на что-то попроще. Ну правда, кому бы пришло в голову советский летчик, герой Советского Союза и внезапно вождь индейского племени? Звучит как плохой кроссовер, но именно такой сюжет приписывают судьбе Ивана Доценко. История всплывает на фоне Экспо-67 в Монреале. Там выступал знаменитый танцовщик Махмуд Эсамбаев, человек, который мог станцевать так, что зрители забывали, как дышать. Его танец огня настолько впечатлил премьер-министра Канады Лестера Пирсона, что тот предложил артисту любой подарок. Кто-то бы попросил машину, дом или хотя бы пожизненный запас кленового сиропа. Эсамбаев же захотел поехать в индийскую резервацию и посмотреть на настоящие танцы. Приоритеты уровня «искусство прежде всего». И вот он оказывается среди сотен танцующих индейцев. Зрелище, по его словам, было настолько красивым, что хоть бери и отменяй все остальные формы искусства за ненадобностью. И тут появляется вождь, высокий, статный, в перьях, как положено. Все идет по классическому сценарию, пока этот самый вождь не говорит «Здоровеньки булы!» на чистом украинском. В этот момент реальность слегка ломается. Вождь представился Иваном Доценко, родом из-под Полтавы, а в племени его звали «Пронзающий огонь». Звучит как никнейм, который ты бы выбрал в онлайн-игре, если бы хотел, чтобы тебя боялись. У него была жена, дочь прежнего вождя, дети, и вся семья спокойно говорила по-украински. Да, это тот самый момент, когда начинаешь подозревать, что кто-то перепутал жанры. То ли это история о войне, то ли магический реализм. Сам вождь о прошлом распространяться не стал. Ни тебе драматичных признаний, ни флешбеков под грустную музыку. Только признался, что скучает по родине, и попросил прислать открытки с видами Украины. Скромно, без пафоса. Позже Эсамбаев сопоставил факты и пришел к выводу: этот человек может быть тем самым Иваном Доценко, летчиком, пропавшим без вести в 1944 году. А теперь немного фактов, чтобы не улететь совсем в область легенд. Иван Доценко – реальный человек, родился в 1918 году под Полтавой, учился, служил, стал летчиком. Во время Второй мировой войны он летал на бомбардировщике, участвовал в Сталинградской битве, одном из самых жестких сражений в истории. К 1943 году у него было более 200 боевых вылетов. Это не просто много, это уровень человек, который регулярно заглядывал в лицо смерти и говорил «давай еще раз». За свои подвиги он получил звание Герой Советского Союза. Это высшая награда, которую просто так не дают. В 1944 году его самолет был сбит во время боевого задания под Львовом. Официальная версия – погиб вместе с экипажем. Но, как это часто бывает, всегда найдется кто-то, кто скажет «а я видел парашют». И вот тут начинается пространство для гипотез, догадок и теорий, каждая из которых звучит все более кинематографично. По одной версии он выжил, попал в плен, познакомился там с индейцем-иракезом из США и после войны решил, а почему бы не сменить декорации, и уехал в Канаду, где стал частью племени. По другой, его ждала куда более суровая цепочка событий с арестом и побегом, но она вызывает сомнения, потому что такие истории редко заканчиваются свободным выездом в Северную Америку. Есть и скептики, которые говорят: ребята, это все красивая легенда. Мол, вождь был, Эсамбаев не выдумывал, но совпадение имени просто совпадение. К тому же возраст вождя в 1967 году намекает, что во время войны он был бы еще ребенком. Небольшая нестыковка, мягко говоря. Но история не отпускает. В начале 2000-х в программе «Жди меня» провели целое расследование. Были свидетели, фотографии, даже кинопленки. Эксперт-криминалист сравнил изображения и заявил: да, это один и тот же человек. Звучит убедительно, но стопроцентной уверенности все равно нет. Слишком уж много «если» и «возможно».
В итоге у нас есть идеальный исторический парадокс. С одной стороны документы и официальная версия о гибели героя, с другой — свидетельство и почти детективная линия с индейским вождем. Истина где-то между, или, как это обычно бывает, спрятана так далеко, что уже сама не помнит, где именно. И вот тут жизнь снова улыбается своим фирменным сарказмом. Даже если эта история наполовину миф, она все равно оказалась достаточно правдоподобной, чтобы в нее хотелось верить. Потому что идея о том, что человек может пройти через войну, исчезнуть и начать новую жизнь в совершенно другом мире, звучит невероятно, но не невозможно.